Доброго времени суток. Продолжаем мобильную разработку. Я вижу, что на настройке окружения сильно больше интереса, а когда уже идут такие вот специфические темы по разработке, когда уже глубоко разбираются какие-то специфические моменты и детали, то сильно меньше кто может сюда вникать. Так что если вы это смотрите, знайте, что вы достаточно уникальный человек. А многим сюда не хочется лезть, что это дебри. Но это необходимо для разработки, поэтому мы это все делаем. И так, что у нас прилетело? Какое-то сообщение от GitHub энтерпрайзовского. Что-то он там сам решил запустить GitHub Actions, и здесь он дал какую-то там спецификацию на то, чего не хватает в репозитории. И, наверное, мы сейчас это просто отправим внутрь нашего анализатора из скриншота в текст и запустим эту работу просто, чтобы она выполнялась уже в фоне. Делаю скриншот, отправляю в скриншот в текст и запустим это для нашего разработчика сервака. Как я понимаю, сообщение про GetLeaks, скорее всего, это какая-то локальная проверка, которую GitHub предлагает установить, и что без этой проверки могут утечь какие-то специальные внутренние данные, sensitive information. И я так понимаю, что он хочет от этого защитить. Но сюда вникать особо не буду. Значит, что у нас последнее происходило и что мы делали? Последнее происходило и то, что мы делали, это известная проблема GetLeaks Action в 2024 стал коммерческим для organizations. Это org, не личный аккаунт. Решение использовать GetLeaks CLI напрямую, он остался open source, MIT бесплатный. Наоборот, мы, получается, в своем коде использовали какую-то библиотеку, которая стала из бесплатной платной. И, классно. То есть то, что я заплатил за Enterprise версию GitHub, мне помогает еще тем, что он дополнительно подстраховывает. То есть не зря $21 там плачу в месяц. Получается, он не только помогает уйти от соавторства, но и вот еще как-то так страхует. Так что, да, в принципе, выгодно заплатить каких-то денег. Так, давайте оттестируем, что было сделано. Значит, мы заказали сделать нам лупу. По-моему, там была какая-то ошибка, да, в этом. Сейчас попробуем перезагрузить. Может быть, там он не грузится, наверное. Сейчас я попытаюсь физически экспо слеснуть как приложение. Перезапустить нашу трансляцию.
экрана. И попытаться заново запустить приложение, потому что я надеюсь, что это все-таки какие-то проблемы. Да, вот, хорошо. Ну, когда там внутри что-то меняется. Так, сейчас получается у нас лупа, она закрывает выйти. Это надо сказать. Ну, давайте хотя бы оттестируем. Крупнее становится, но внутри вот это нижнее поле, оно не становится крупнее. То есть не все шрифты затронуты. А первая лупа сейчас находит элемент на элемент на кнопку «Выйти», а надо их как-то распараллелить. А может быть, тогда лупу сместить чуть-чуть ниже, ну как чуть-чуть, специально, чтобы толстый палец мог попасть и в лупу, и толстый палец мог попасть в «Выйти», чтобы между ними был, ну, где-то, я не знаю, сантиметр, может быть, 1,5 или 2 сантиметра. Ну, то есть большое такое солидное расстояние, чтобы между ними было. Я увидел, что не все тексты становятся крупнее при нажатии лупы. К примеру, футер вообще никак не задействован. То есть, может быть, можно как-то глобально это все применить, а не к каким-то отдельным классам, которые ты вспомнишь. Возможно ли это как-то применить глобально ко всем? Или это лучше не делать, не рекомендуешь? То есть вот то, что увидел, сейчас тебе показываю, надиктовываю. Вот, это мы фронтендеру сгружаем. Исходя из гид-коммита, который он сделал, я просто смотрю, что он сделал. Accessibility, большой шрифт, плюс лупа. И пока он что-то здесь пилит, мы попытаемся еще дальше натыкать. Что у нас по файлам? Давайте я их поудаляю. Удаление у нас работает. Тут сложно. Вроде бы он пока что еще ничего не делал. И почему отвалилось приложение? Нужно ли дождаться, пока он додумает и доисправит все? Но сейчас он не показывает, что он делает какие-то изменения. Но, может, действительно делает, но молчит об этом. Я хотел по-быстрому тут что-нибудь натыкать еще дальше делать, но, похоже, придется подождать, пока он что-то выполнит, подумает. Попробую физически выйти из приложения и перезагрузить его. Если загрузится, то печально. Значит, может быть, само вот это действие взяло и сломало, да. Все, нам надо как-то делать скриншот этой штуки. Наши действия в интерфейсе ломают это все. Причем, может быть, это надо будет отправлять бэкэндеру, чтобы он посмотрел, что там. Так, фронтендер уже взялся за работу. Оправдывается, что
там, где он написал текст, там работает, а там, где сторонние библиотеки, там не работает. Это ж наше приложение, мы можем этим всем управлять. Так что меня не так просто обмануть. Так, ну мы оттестируем, да, но ошибка наша пропала. Давайте мы сразу скопируем. Отправим серверному разработчику. Какие действия я выполнял, когда вылезла эта ошибка? Я ставил галочку на документе, отправлять его или не отправлять. И когда я убрал галочку, то вот вылезло такое вот сообщение. Скажи мне, это ошибка на стороне бэкэнда или на стороне фронтенда? Ну и как с этим быть? Так, и возвращаемся к нашему фронтендеру. Ага, значит, здесь надо тестировать. Выйти он переместил назад, слева, а вот такая вот лупа справа. Что для меня как-то является непоследовательным. Лупа у нас идет в таком кружочке, а выйти у нас без какого-то обрамления. Я бы, наверное, просто убрал кружочек или добавил бы к выйти еще такую вот какую-то кнопочку. Но если здесь кругленькая, а здесь продолговатенькая, то, наверное, будет не сильно красиво. Надиктуй ему как есть. А сейчас элементы видны. Спасибо, да, ты переместил кнопку «Выйти» влево. Это допустимо. Да, я, в принципе, поддерживаю, что это может быть именно так. А насчет лупы, она осталась справа. Да, это хорошо, это может быть так. А единственное, что лупа, она стала в таком вот как бы кружочке, а выйти оно просто надписью. Я не знаю. То есть, с одной стороны, если просто убрать кружочек вокруг лупы, то она будет по вертикали чуть-чуть выше, чем выйти, ну, почти в 1,5 раза. И она будет такая, ну, может быть, не сильно заметная. А с кружочком понятно, что это кнопка, которую можно нажать, и она как-то отреагирует положительно. Если выйти сделать с какой-то кнопкой, то получается лупа будет кругленькой, а вот выйти оно будет каким-то продолговатым. То есть какие твои предложения будут вообще по UI в этом плане? Давай пообщаемся просто. Так, отправим ему и почитаем, что там серверный написал. Ой, как много написал. Это фронт, не сервер. Объясняю причину и где смотреть. Что произошло? Recent error происходит внутри use memo мобильного контента. До после сетевого ответа не имеет значения. JS runtime упал на чем-то типа object key undefined. Хорошо. Если разработчик читает это, правильный паттерн после успешного put перезапросить get и положить новый полный объект в state. Хорошо. То есть есть что сделать фронтендеру, задание от бэкэндера. Это намеренная асимметрия, не баг дизайна. Почему так в больших приложениях?
Лупа — инструмент доступности для слабовидящих. Им нужна большая, очевидно нажимаемая цель. Кружок с фоном говорит «это кнопка». А выйти деструктивное действие используется редко. Ну, в принципе, прикольно, да, есть логика. Я здесь с ним согласен. Если сделать ее яркой кнопкой, юзер случайно выйдет, потеряет сессию, поэтому намеренно ненавязчиво. Серый текст — это паттерн. Twitter, X, Instagram, Telegram. Логаут всегда серый и спрятан. Кнопки, инструменты выделены. Вариант, если хочешь, симметрии. Ну, нет, не хочу, в принципе. Он так достаточно прикольно мне объяснил. И все получается. Сейчас я отправлю ему и скриншот, что там было. Мой вопрос и ответ серверного, чтобы он починил вот эту вот беду с файлами. Ну и заодно сейчас оттестируем здесь. Ну, прикольненько работает. То есть вот маленькие штучки, они становятся побольше. Ну, классненько. И выделение такое есть. Мне нравится. Нормы законодательства по слабовидящим мы выполнили. А что у нас по контактам? У нас это тоже реализовано? Я думал, у нас не реализовано. Так, а кто главное? Главное — это хорошо, что главное. А как посмотреть, кто я? И где это должно быть? Я должен в каком-то месте посмотреть, где мой email. Хотя бы. Но вначале я бы хотел с контактами поиграться и с кнопкой тревога. Подтвердить тревогу, файлы и геолокация будут отправлены вашим доверенным контактам. Прикольно. То есть есть такая защитная функция. А в случае тревоги это плохо, потому что, тревогу надо нажать, и она должна сразу сработать. Но то, что он постарался там придумать какие-то системы предотвращения, это прикольно. Так, он говорит, что что-то починил и готово. Давайте мы закроем, слеснем принудительно приложение для того, чтобы оно гарантированно завершилось и крашнулось. И запустим его заново, чтобы посмотреть уже гарантированно на чистом приложении. Так, я чуть-чуть перекрываю собой экран. Так вот уже файлы. И я выделяю там, допустим, какой-то файл. Он сработал. Выделяю какой-то файл. А здесь отрабатывает правильное количество. И если я добавлю еще один файл, вот, допустим, вот так загрузить, то он должен тоже быть с пометочкой, что он класс, работает. То есть он отфильтровался там по имени, получается,
Выбрано 3 из 3, и, допустим, еще 4 там файл мы загружаем. Так. Хорошо, ну давайте до 10 дойдем. Посмотрим, как оно там уходит. То есть предусмотрена ли листалка какая-то для этого, и как реагирует там, допустим, увеличение шрифта. Кстати, увеличение шрифта как-то действует странно. Тогда кнопки смещаются на управление в андроиде. Вот что мы увидели. Я подумал, они вообще пропали, но нет, наш интерфейс начинает просто на них залазить. И в текущем режиме оно находится слишком близко, так что это тоже надо надиктовать ему, пусть он поправит. А когда я сейчас нажимаю на лупу, допустим, там, где у нас файлы находятся, и у меня загружено 5 файлов, то главное, контакты и файлы, они начинают спрыгивать вниз, и они начинают перекрывать андроидовские кнопки. И сейчас мне кажется, что слишком близко находится нижняя панель, где главное файлы и контакты, то есть они находятся слишком близко с управляющими кнопками, и большой палец, сразу нажмет 2 кнопки. Вот, так что надо поправить, чтобы увеличение шрифта не сдвигало панель вниз. Это первое. А второе, надо как-то чуть-чуть разнести кнопки управления андроидом и вот нашу нижнюю панель футера. А мы пока продолжим. И, кстати, будем смотреть, не меняется ли панель, не двигается ли вниз от загруженных файлов. Нет, не двигается, это хорошо. Так, это 7 из 8. Если я вот сделаю вот так вот, то следующие 3, они будут по логике автоматически выбраны как те, которые будут отправляться. Так, то есть с одной стороны тут есть листалка, но с другой стороны нету визуализации листалки, то есть не появляется, что здесь... Сейчас я посмотрю на самой мобилке, может быть это есть. Должен быть такой бегунок справа, но его нету. Давайте надиктуем это. Когда я загружаю больше 7 файлов, то я могу листать вверх и вниз, но сбоку нету визуализации бегунка, где я нахожусь сверху или снизу, и поэтому сложно понимать, что выше или ниже что-то находится. Сделай, пожалуйста, визуализацию вот такого вот бегунка. Как обычно делают справа визуализацию, когда все в экран один не помещается, то появляется такой бегунок. За него можно потянуть или за контент. Сейчас за контент удобненько можно тянуть. Это работает, но вот бокового бегунка нет, и добавь его, пожалуйста. Так, отправили, читаем, готово. Логика теперь такая. Контент, высота полезного содержимого, иконки, подпись 42 пикселя, обычно 54 в крупном режиме. И 10 пикселей Safe Area
видимый зазор. Ну да, я бы предпочел, что видимый зазор. При тоглинге лупы меняется только Content Height, а бар чуть подрастает вверх. Ну, посмотрим, да, получилось или нет. Там без перезагрузки применилось, и действительно все работает корректно. Листать получается вверх-вниз. Файл выбрался автоматически, как тот, который активный к отправке. А второй файл сейчас тоже должен примениться, и здесь должно появиться 2 из 3. Появилось 2 из 3, и они появились вверху. Я думаю, это из-за того, что... Не знаю. Ну, прикольно, то есть это хорошо, что вверх идет подтягивание файлов, которые будут отправлены. Интересно еще, как будет обрезать, если длинное название будет. Я сейчас попробую это сделать. Я зайду в галерею и попробую переименовать файл, чтобы он был длинненьким таким. Так, файл, как тебя переименовать? Где тут настройки? Цветная точка, изменить размер, нет. Я хочу изменить название самого файла. Он мне редактировать предлагает. Редактировать само фото без возможности изменить. Хорошо, значит, возвращаюсь назад. Сведения добавить эффект, портрет, копировать, установки как обои, печать. Не знаю, как это сделать, если честно. Ну ладно, тогда это тестировать не будем. Пока что пусть будет так, как есть. Через компьютер, наверное, надо загнать какой-то новый файл для теста или через компьютер изменить название этого файла. Ну или там через мобильный это надо устанавливать какой-то файловый менеджер, находить в этом файловом менеджере эту фотографию, менять название. Ну это долго не хочу. Готово, что добавил. Листалку, да? Тестируем листалку. Вроде бы она там есть, но я ее и не вижу. То есть она какого-то такого цвета, что... Она черного цвета, то есть она не видна. Листалка добавилась, я ее вижу, спасибо, функционал корректно работает. Единственное, ее цвет сливается с фоном. Обычные правила по дизайну — это элементы должны отличаться где-то на 80% контраста, и получается она полностью сливается с фоном черным, а двигается на фоне серых элементов. Поэтому ее нужно сделать какого-то цвета такого, ну, заметного. Так, это мы дочищаем отправку файлов, чтобы эта вкладочка у нас хорошо работала. Но уже и на сервере я разработал следующий момент, который мы можем сделать. Это отправка имейлов по кнопке. То есть по нажатию на тревога, чтобы уходили уже какие-то там действительно имейлы.
А что мы посмотрим? Значит, в тест-mail у нас здесь сейчас даже при перезагрузке страницы находится вот этот email. Если я гляну, есть ли тут такой email, его нету. То есть он не сформирован, он просто генерируется заново. Хорошо. Пусть будет так. Это нам тоже подходит, пусть генерируется заново. Мы находимся в одном из вот этих вот аккаунтов. Мы не знаем где, потому что еще не допилили эту сторону, эту часть. Так, давайте попробуем перезайти, выйти. Вот, у нас уже есть листалочка такая аккуратненькая, ну, сравнительно аккуратненькая. Я понимаю, что люди, которые разбираются в дизайне, они скажут, что это ужасно. Я понимаю, что оно выглядит как-то не так. Но я вот не дизайнер, и я не могу сказать, в чем не так. Что-то здесь не так. То есть вот, может быть, отступа не хватает, что этот бегунок должен не касаться этих линий. Может быть, цвет слишком такой ярко привлекающий, то есть он должен быть менее ярким, чем красный, но добавлять еще какие-то дополнительные цвета сюда. А сейчас отвлечение от этого красного. Ну, вот тут вот красный, тут красный. Даже не знаю. Выглядит неаккуратно. А интересно, здесь я могу изменить название? Нет. Если я кликаю правой кнопкой, то просто все исчезает. Задержать левую кнопку. Троеточие. Сортировать. Отменить выбор. То есть именно изменить особо нету. Окей. Так, функционал по автодобавлению файлов сработал. Насчитывает мегабайты и количество файлов корректно. А что будет, если я тыкну лимит выбора? Для трилогии можно выбрать максимум 3 файла. 3 файлов. Смените, пожалуйста, выбор с других. Можно ли это как-то выделить? Нет. Нельзя это выделить. Тогда мы просто вот так вот копируем. Переходим в наш скриншот в текст. И идем надиктовывать. А здесь логика правильная, но в конце нужно сказать, что или перейдите на платную версию. На платную Pro-версию. Для выбора большего количества файлов к отправке и получения дополнительных функций. И проверь, пожалуйста, написание русского текста, грамматику, правильно ли там все написано, потому что сейчас оно как-то там неправильно звучит. Так, мы вставляем вот этот текст и нашу картиночку, чтобы он понимал контекст, о чем это мы вообще разговариваем. По центру, а где-то я видел, было не по центру. Где было не по центру? Контакты, по-моему, да? Что мы видим в контактах, что опять не динамическая вот эта вот штука, input.
То есть в контактах при доставании и вылазании, когда высовывается клавиатура, то должно смещаться вверх. Сейчас не смещается. Дополнительно, там, где вкладка «Контакты», то инпуты и кнопка, при клике в input появляется клавиатура на экране, и она полностью заслоняет за собой input и кнопку. Должно также действовать, как и при залогинивании, там, то есть вот там ты классненько все настроил, вот такая же логика, как там должна быть. И это я прямо закину в очередь. Может быть, ему скажу, что как будешь свободен, чтобы он понимал приоритет, что не надо бросать текущие задачи, а после того, как он все сделает, все выполнит по предыдущим задачам, вот, то есть он вроде бы все выполнил по предыдущей и подхватил эту новую. Сегодня общался с партнером по проведению хакатона, и он, вот тоже замечал, что в антигравити не совсем удобно это реализовано, что там нельзя вот так вот накидывать в буфер обмена. Кстати, из приятных вещей был комментарий насчет того, как скачать PyCharm, и я так понимаю, у многих были какие-то сложности с тем, как скачать PyCharm. Я посмотрел, что вообще PyCharm распространяется по лицензии, по которой разрешено его... вчера спросили, можно ли скачать. Я посмотрел лицензию, и перераспространение разрешено. То есть бесплатные версии по Apache 2, и поэтому, если у кого-то есть сложности со скачиванием, то можно воспользоваться ссылкой. И тут еще закрепил эти же вещи здесь. Так что, если нужно, то пользуйтесь. Здесь, я думаю, уже все нормально. То есть мы там починили, скорее всего. Да, вот, все хорошо. То есть после этих вопросов последний уже коммит с учетом этих поправок, вопросов. Так, давайте глянем, что у нас тут. Фронтенд починил. Хорошо, починил. Мне как-то вот именно контакт здесь не до конца нравится. Причем, наверное, когда их количество, что... Давайте попробуем. То есть исчезает ли полоска, если все помещаются в экран? Да, исчезает полоска. То есть тогда можно ему надиктовать, что когда появляется полоска, то тогда вот эти вот элементы, в которых вписаны фотографии, файлы, то оно чуть-чуть должно уходить влево, чтобы оставлять равный зазор справа и слева от бегунка, от двигалки. Ты хорошо реализовал. Мне нравится, что боковой бегунок в файлах появляется только когда уже необходимо листать и когда эта функция актуальна.
и при этом она исчезает, когда уже все файлы могут поместиться в экран. Спасибо, это хорошая реализация, мне нравится. А при этом, когда появляется бегунок, он визуально заходит на элемент края дива, который создан для файла. То есть он касается правой стороны наших файлов. Я бы хотел, что если листалка вот эта появляется, чтобы вот эти вот дивы файлов, они чуть-чуть смещались влево, и чтобы зазор справа от бегунка и слева от бегунка, он имел равное расстояние визуальное. А если бегунок пропадает, то опять ширина увеличивается вот этого дива, там, где файлы. Сможешь такое реализовать? Уверен, что сможешь. Сделай, пожалуйста. Так, и что у нас еще? Контакты. Если я кликну сюда, сейчас все хорошо сместилось вверх, и мы возьмем наш какой-то email, допустим, вот этот, и попробуем на него отправить сообщение. Допустим, вот это наш email. Контакты не добавлены, добавить хотя бы один email. Сохранить. Имейлы пока что еще не сохраняются. А когда я кликнул сюда, то вот получается кнопка улетела в футер. Давайте вернемся в файлы, оттестируем то, что мы уже задали сделать. Ну, во всяком случае, уже не заходит, но не по центру, то есть визуально. Дайте на мобилке посмотрю. Так, ну, на мобилке, может быть, это чуть-чуть лучше выглядит, но все равно. Все равно оно не по центру. Давайте все-таки добьем этот момент. Да, бегунок уже не залазит на объекты, но получается расстояние слева от бегунка, оно небольшое, и расстояние справа от бегунка, оно почти что в 4 раза больше визуально. То есть ты лучше посчитай именно в пикселях, где находится этот бегунок. Сейчас вот я попытаюсь тебе сбросить данные, чтобы ты имел больше контекста. Здесь и укажи в пикселях расстояние справа и слева от листалки бегунка прокручивалки. Вот, загоним в наш умный сонет. Он не то что сделал. Сейчас это скопируем сюда. Хотя он думает, что он одинаково сделал, но он не сделал одинаково.
Мне нужно, чтобы ты дал точное количество в пикселях слева от бегунка и справа от бегунка. Замеряя пустое черное место. Так, и давайте ему повторно скопируем, чтобы он понимал, где там это должно быть. Слева и справа от красной линии. Так ему будет понятнее. Но он какие-то нереальные расстояния указывает, то есть 140, 150. Этот инструмент сейчас нам не подходит для разработки. Тогда померяй и попробуй проверить визуально. Так. Я не включил отображение клавиатуры. Ну, может быть, оно и не обязательно. Тут особых каких-то сложных операций не делал, за которыми надо следить именно за клавиатурой. Так, и что у нас? Стоит ли надиктовывать? Да, мы можем пока надиктовывать, пока он тут что-то делает, и будем подсматривать, что он делает. А сейчас в вкладке «Контакты» кнопка «Сохранить» прячется за футер. Поправь, пожалуйста, этот момент. Так, это первое. Второе, что не работает, это кнопка «Сохранить» не работает. Кнопка «Сохранить» сейчас не работает, при том, что файл, там, где описаны все API функции, то там уже есть на бэкэнде «Сохранить». И реализуй, пожалуйста, возможность сохранить два контакта для бесплатной версии и 5 контактов для Pro версии. И там есть возможность создать, изменить и удалить. И еще там есть запросить верификацию. Пожалуйста, привяжи эти уже бэкэнд функции к фронтенду и сделай это все красивенько. Пожалуйста. Я не знаю, как он это сделает. Но сейчас мы ему закинем это задание. Мне кажется, что он все равно, наверное, не ровно там. О, ровненько. Полосочка у нас сейчас ровненько. Мне нравится. Теперь уже как-то более аккуратно. Она все равно как-то странно. А сейчас у меня уже это не гармонично с вот этим блоком загрузки. Но на самом деле функционально и уже не так страшненько. Так, сейчас проверим на реальном устройстве. Да, в принципе, может быть. Может быть, черно-красный, конечно, цвет. Такой очень резкий, черный, красный, белый, ну, не знаю. Пока может быть. Пока может быть.
прочитал у сервера полноценный CRUD Verify для контактов. Все свежее. Ну да. Мой текущий контакт апдейт использует только старый API, put с массивом его уже нет, поэтому сохранить не работает. Ага, ну да, я переписал. Отправляет на endpoint, которого больше нет. Важное замечание в спеке free. Один контакт, ты сказал 2 для free. Это серверное правило. Приходит с сервера, если хочешь 2, серверщик меняет конфиг тарифа. Сейчас будем работать с тем, что есть на сервере, динамические лимиты. Окей. План. Ну и он сразу погнал. Типы, новые поля. ID, name, О, да, я, кстати, забыл. Это я на серверному надиктовал. А здесь в ТЗ забыл. Хорошо, что когда серверный вам на заметку, я когда делаю какие-то изменения, я прошу изменить проект дизайн, и он уже читает проект дизайн, и он видит, что там заложено, и исходя из этих данных, он уже строит UI-ку. Ну вот меня сейчас спасло, то есть я забыл, а он сам посмотрел и напомнил, и уже правильно будет строить. Полагаться на память неправильно, надо фиксировать в документе, но в документе не огромном, а в коротком. И поджаром таком легком. API полный, write, list, add, update, remove, request verification, да. Новый компонент, контакт formal, modal, TSX, окей. Rewrite, project design, MD обновить. Хорошо. Вот это, кстати, файл, который я рад, что они по итогам каких-то изменений обновляют сами и потом сами туда посматривают, потому что так они там создавали 4-5 файлов с взаимозависимостями, забывали их обновлять, апдейтить, и потом просто мусорник такой неконтролируемый, куча каких-то MD-файлов, ничего не используется, все устаревшее, и непонятно, где актуальные данные. Нигде актуальных данных нету. Вот, так что вот пользуюсь одним файлом. Где можно скачать проект дизайна? Это там, где инструкции для вашего ИИ. То есть, если вы войдете на канал, и здесь по поиску инструкция. Вот здесь вот там, допустим. Так, что тут слишком много инструкций? А была какая-то инструкция? Вот, AI, tutorial, ну, у вас на русском языке, я думаю, будет. А здесь вот если перейти сюда, то здесь будет вот этот GitHub. Если по нему пройти, то здесь среди файлов будет Project Design и Cloud Code Instructions, то есть вот эти вот два файлика вы можете себе скачать и использовать. Я их использую и говорю, вот тебе файл, вначале там инструкция, которая не стираемая, а потом по примеру оно там перезатирает конец и перезаписывает, и делает его таким эффективным инструментом. Если я объяснил как-то непонятно, то более понятно я объясняю в видео проект дизайн. Я считаю, что это такое вот фундаментальное видео. Вот здесь вот на 2.20 Cloud Code Project Design. Так, проверка прошла, все 5 задач закрыты. Что сделано?
Давайте тестировать. Все сделано. Вроде бы перезагружается, интерфейс уже полностью новый. Здесь подтянулось, что это free, работает увеличение размера, добавить контакт. Там, где добавить контакт, сделай, пожалуйста, по вертикали вот этот поп-ап выше, чтобы все помещалось на один экран, и чтобы не надо было листать. Телефон изначально сделай не +7, а +1, потому что у нас таргетированная группа все-таки это американский рынок. Разработку и интерфейс мы делаем сейчас на русском языке, просто потому что мне так удобнее проверять содержание, а потом мы это все локализуем. Но телефон должен стоять +1, ну и дальше вот XXXXX. Отношения, номер, родственник, адвокат хорошо сделал. Имя, например, мама. Да, хорошо. Имейл обязательный, хорошо. Новый контакт. Я не знаю, как это по-русски. В Штатах это называется emergency контакт. То есть вот я думаю, здесь вверху там должно быть как-то на русском языке аналог emergency контакта. Не просто новый контакт, а именно emergency контакт. Пояснение насчет того, что опционально, да, а вот текст только если хочешь, чтобы остался у тревожного контакта, это удали, этот текст. То есть просто оставь опционально, и все. Так достаточно хорошо сделал. Мне нравится. Я сам не знал, как он это все сделает. Но то, как сделал, это прям прикольненько. Давайте попробуем оттестировать. То есть вот, допустим, наш этот контакт. Вот мы его вводим. Кстати, да, когда у нас еще клавиатура выезжает, то в любом случае мы не можем. То есть у нас тут визуализации листалки не хватает на новый экстренный контакт. Там, где новый экстренный контакт, не хватает листалки справа, примени, пожалуйста, ты уже классненько там сделал в предыдущем экране, в диалоге с тобой это у нас есть. Сделай, пожалуйста, здесь, чтобы это тоже было. Ну да, и пусть пушит, потому что, я за этим особо не слежу, я надеюсь на него уже. Так, работает ли отмена? Работает отмена. Добавить контакт. Мы выбираем вот этот наш email, мы скопировали его.
вставили. И нажали «Сохранить». И мы поймали большую ошибку. Опять спросим у нашего серверного. Вот поймали такую ошибку при сохранении имейла. Это вопрос бэкэнда или вопрос фронтенда? Где ошибка? Так, копируем, вставляем и вырезаем, вставляем. Что-то у нас как-то взлетает компьютер. Вроде бы особых каких-то задач нету, сильных, сложных. Вроде бы нормально. Так, ну, медленно, но уверенно двигаемся. Ну, как медленно? Команда разработчиков делала бы эту задачу неделю. Я один за день, за пару часов закрыл эту задачу недели. Наверное, 3 разрабов, то есть 2 разрабов и 1 тимлида, который бы это все контролировал. Так что я очень доволен тем, как двигаются технологии, что можно реализовывать. Если понимаешь, что делаешь, то да, получается. Так, это фронтенд, тот же паттерн. Объясню. Ну, я, наверное, скопирую все, начиная с самой ошибки. Так, и бэкэндер предлагает обновить публичную спеку. Ну да. Только первое, пусть более точно выпишет документацию для фронтендера, чтобы уже такая ошибка не повторялась. А что у нас здесь? Ну, красивенько. Запросить подтверждение. Давайте запросим подтверждение. Письмо отправлено на вот этот вот странный адрес. Ушло письмо с подтверждением. Когда контакт кликнет «Согласен», статус обновится. Мы окей. Отправить еще раз. Ждем ответа. Вот, тут какой-то другой статус был, да? Сейчас уже ждем ответа. Ну, симпатично на самом деле, классненько. Здесь мы смотрим, пытаемся обновить. И пришел имейл. Так, пользователь такой-то выбрал вас как доверенный контакт в сервисе «Меня». Человек может загрузить важные документы и вместо «Меня» используй просто домен отправки наших писем без поддомена.
везде и запиши себе во все документы и в проект дизайне обнови эту инфу. А так, это тестовое письмо, чтобы письмо в будущем не попадали в спам и переходили вам быстро, пожалуйста, давайте это адрес отправителю адресную книгу. Если вы готовы быть доверенным, нажмите «Согласен», если нет, «Отказаться». Emergency. Контактом. Так, и, допустим, мы тыкаем «Отказаться». Принято, вы отказались от роли доверенного контакта, письмо по тревоге вам присылаться не будут. А может, доверенный контакт это так по-русски звучит, emergency? Нет, ложный. Ну, окей, ладно. Что здесь? Здесь, по идее, должно ждем ответа, но здесь отказался, и отказался, статус не подтянулся. Контакт нажал отказаться от того, чтобы быть доверенным, но в приложении все еще написано «ждем ответа», то есть отказ из базы данных не подтянулся во фронт-энд. Это ошибка фронт-энда или бэк-энда? Ну, если фронт-энда, то поправь, пожалуйста. Вот, подтянулась просто с опозданием. Ну да, чтобы не постоянно там тянуть информацию из базы данных. Запросить подтверждение. Статус изменился успешно. И мы здесь возвращаемся назад. Смотрим еще раз. Новые сообщения. И пришло новое. Вот это новая дата, время. И здесь мы, допустим, согласен. Спасибо, ваше согласие учтено. В случае ЧП письмо с файлами придет быстро. Ой, придет быстро. Ниже шанс попасть в спам. Не быстро, а ниже шанс, то наше письмо попадет в спам. Да, не доверенный, а вот экстренный, да, emergency контакт, да, экстренный. Хорошо, да, мне как-то доверенный, это как будто бы что-то доверенный, экстренный. Может быть, в русском именно доверенный подходит, то есть в русском нету такого экстренный. Здесь, в Штатах, в основном часто спрашивают там, окей, вы там заполняете такую-то форму, а какой у вас экстренный контакт на случай, если вдруг что-то. И это вот прямо очень часто используется, то есть вот такие моменты.
Угу. А в Project Design... А где у нас есть еще какие-то документы? Есть ли у нас где-то какие-то документы? Вот документы. В проект-дизайне это не должно храниться. Это неправильная логика. Нарушает то, как я все строю. Создай вот здесь вот документ о том, что, почему ты сделал то, что сейчас дописал в проект дизайн. Спасибо, что ты помнишь обновлять проект дизайн, это мне важно, но нам важно оставлять его легковесным, и он должен быть содержанием, а не энциклопедией. А сейчас ты начинаешь его создавать как энциклопедию. Создай соответствующий документ вот в этой папке, а в проект-дизайне просто укажи адрес, ссылку, URL, где искать этот документ и что там можно найти. Да, потому что это, ну, неправильная логика. А что у нас здесь? Получается, у нас уже получается отправлять какие-то письма. Обновление нам сюда еще не прилетело, что человек подтвердил. То есть ждем ответа. Когда мы это узнаем? Ну, неважно, давайте вот мы вернемся на главную, нажмем тревога. Вот где вот эта вот неправильная верстка. Но я все равно хочу убрать... Ну, ладно, пусть пока будет. И верстка здесь не важна, потому что все равно уберем. Отправка при использовании приложения. А если я нажму «Нет, спасибо», произойдет ли какая-то тревога отправлена? Отправлено 0 контактам. Ок. Почему 0 контактам? Ноль контактам это неправильно. Нам надо отправить больше, чем 0 контактам.
Ой, я выключил звук и был без звука, извиняюсь. Да, вот такой-то нюанс. Прошу прощения. Значит, что было? Надеюсь, визуально было понятно, что мы делаем. То есть мы послали успешно сообщение по кнопке тревога, и это сообщение успешно дошло на сервак. Пришло 3 сообщения. Я не вижу, где тут картинка сама. Может, сюда картинка не приходит. У меня есть сомнение, была ли отправлена картинка, приложенная к имейлу. Проверь, пожалуйста, этот момент, потому что я получил 3 имейла отдельных. Ну, это прикольно, да, то есть имейлы были разбиты на 3 разных, но либо это какой-то временный имейл, который не показывает картинки приложенные, либо вложений просто не было. Скорее всего, вложений просто не было. Так, сейчас проверим на стороне сервака этот момент. И глянем, что у нас осталось по фронтенду. Так, если нажать еще раз отправку тревоги, то... у нас уже здесь... ну это мы не будем менять из-за того, что вот это все равно мы будем переделывать. И поэтому верстку здесь не будем менять. Нет, спасибо. Тревога отправлена, письмо ушло одному контакту, файлов отправлено 3, доставленных писем 3. Кому? Такому-то контакту, окей. Хорошо, мне нравится сообщение теперь хорошее, приятное. Мы обновляем и смотрим, что у нас получается здесь. У нас 3 новых письма. В сумме их 6. Получается. То есть вот 1.49, 1.49, 1.49. Давайте в любой из них зайдем. Хорошо. Что-то пришло, но вложения нету. Я думаю, то есть то, что мы хотели, уведомления мы настроили, файлы у нас уже корректно добавляются. Листалка здесь есть, прикольненькая. Все здесь уже работает. Это без багов работает. Увеличение размера. Контакты. Подтягиваются 3 статуса, то есть запросить. Тут кнопка есть в процессе подтверждения. Человек отказался, повторно еще раз запросили. Он подтвержден. Здесь можно и изменить. Здесь изменили с +7 на +1 таргетирование на штаты. Удалить. Ну, как-нибудь потом попробуем удалить. Вот, так что я на сегодня доволен. Мы сделали уже добавление еще контакта и отправление имейла по нажатию кнопки тревога. Так что, достаточно хорошо, быстренько движемся. Что вам желаю? Финансового благополучия. Создавайте проекты миллионники, миллиардники в прибыли в долларах.
Вот, ну и спасибо, что подписываетесь, спасибо, что лайкаете, и рад, что добавляетесь в нашу телеграм-группу. Всех благ.